Всем привет! С вами Ольга Дипри и новый урок. Такой роскошный, текстурный, низкий пучок на прямых волосах. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые уроки. Каждую среду новый урок. Для создания таких красивых, глубоких, дизайнерских, я бы даже сказала, ребрышек на прическе, на прямых волосах я использую спрей-воск. Я на прямые волосы нанесла спрей-воск, вычесала их тщательно и теперь, начиная от верхней зоны, от основания пряди, разделять на такие крупные ребрышки с примерно одинаковым расстоянием между друг другом. Расставляю каждое растянутое ребрышко на временную поддержку, шпильку, лучше шпильки использовать более длинные, не короткие, чтобы они не валились. Если вы будете делать впервые такую прическу, никогда раньше не делали ребрышки в прическах, я рекомендую вам подготовить волосы гофре по всей длине, либо даже сделать небольшой прикорневой начес, для того, чтобы вам легче было растягивать ребрышки, чтобы можно было закреплять вот эти шпильки в сам начес, чтобы они у вас не валились, так как если опыта у вас нет, то это будет сложнее сделать на вот таких прям прямых и никак не подготовленных волосах. Обращаю ваше внимание на то, что я изгибаю каждое ребрышко после того, как я расставила на шпильке примерно с одинаковым расстоянием, каждую изгибаю такой как волной, для того, чтобы был такой красивый рисунок. И положение ребрышек затем фиксирую сухим лаком. Очень редко использую сухой лак, но для того, чтобы добиться очень чистых, красивых линий в таких вот ребрышках очень глубоких, я рекомендую вам использовать не жидкий лак в работе, а именно сухой. Он очень тонким слоем будет покрываться, и вы сможете с каждым легким новым нанесением лака корректировать какие-то волоски пушковые и придавать те линии ребрышкам, которые вам хочется. Далее, после того, как я зафиксировала положение всех ребрышек лаком, я фиксирую вместо шпилек, расставляю вот эти формы на невидимке. Очень глубоко ныряю и рекомендую вам для вот такой фиксации использовать не короткие невидимки, а длинные 6 сантиметров и средние по плотности. Не используйте очень тонкие невидимки, они не смогут удержаться на волосах, и форма ваша будет двигаться, ехать, грубо говоря. Так, серединку я зафиксировала, и по бокам я подхожу к этой серединке и каждой новой невидимкой наслаиваюсь на первую. Таким образом, у меня одна невидимка наступает на предыдущую, и получается очень хорошее крепление, фиксация, которая будет держать всю вашу прическу. И также это основание хорошее для нашего будущего пучка, так как из нижних волос прямых мы будем завязывать узелок. Такие техники, которые позволяют создавать прическу без накрутки, без каких-то дополнительных подготовительных работ, ускоряют очень процесс создания прически на средние волосы, на длинные волосы особенно. Вы можете даже за 30-40 минут, даже на очень длинных волосах создать очень красивую прическу. И, как видите, это не очень сложно, главное тренировка, практика. Пробуйте, если один раз у вас не получилось, это не значит, что у вас никогда не получится. Пробуйте еще, пробуйте на других волосах, и у вас точно получится. Причем с каждым разом будет получаться все красивее, красивее, легче и проще. И если будете делать прическу по моим видеоурокам, обязательно отмечайте меня в Instagram Ольга Дипри, и я буду стараться даже делиться в сторисах вашими работами, потому что мне это очень приятно, я для вас стараюсь, я хочу, чтобы мои видеоуроки были для вас полезны, чтобы у вас действительно получалось, поэтому я вот так прям очень подробно вам рассказываю, говорю беспрерывно. Не всем это нравится, правда, но мне хочется вам рассказать максимально все секреты раскрыть, чтобы у вас точно получилось, чтобы вам нравилось делать прически, чтобы у вас какие-то крылышки тоже вырастали, как у меня, когда вы там лайкаете мои какие-то работы, когда вы подписываетесь на мой канал, комментируете мои видео. Кстати, не забудьте поставить лайк и прокомментировать это видео, написать, как вам и что бы вы хотели видеть в моих новых видеоуроках.
И с удовольствием приглашаю вас на свои живые курсы. У меня академия в Киеве, и там я провожу регулярно живые курсы. У меня 3 уровня обучения. Разработала уникальные программы, которые работают, после которых мои девочки, мои ученицы точно делают крутые прически. К нам сейчас очень много приезжает гостей с разных стран мира, так как мы все уровни в расписании ставим подряд, то есть 1, 2, 3 уровень, полностью все уровни у нас проходят за 8 дней. 8 дней непрерывной работы с волосами, и ты просто перезагружаешься, и сразу получается очень круто. Уже на процессе обучения мы постоянно делимся работами наших учеников и самим процессом в аккаунте Академии в Instagram. Стараемся показывать как можно больше. И знаете, что очень круто, и что меня в принципе очень вдохновляет, окрыляет, к нам приезжают сейчас на обучение девочки, которые совершенно никогда не делали прически, абсолютно с нуля. И у них получается даже лучше, чем у мастеров, которые, приехали на повышение. Так, по секрету вам скажу. Так что не нужно здесь иметь какой-то дар или талант. Этому можно научиться легко. И, кстати, если у вас нет, например, возможности приехать на живые курсы, я специально разработала систему онлайн-обучения. Я записала 70 уроков, разбила на такие блоки простые прически, более сложные прически, и даже создала блог по развитию бизнеса в этой сфере, по тому, как зарабатывать. В общем, очень много всего интересного. Вы можете подробнее почитать об этом на сайте онлайн-школы dipri.online. Причем на онлайн-курсах я проверяю домашние задания, то есть там не то, что вы делаете и никто не смотрит, вы не одни. Я постоянно курирую процесс обучения. Я постаралась сделать так, чтобы действительно девочки могли обучаться. И что удобно, что не нужно никуда выезжать, не нужно никуда передвигаться в удобное время, доступ там на полгода. Очень много разных бонусов, фишек, и бонусные уроки я там подготовила, то есть там даже больше будет, чем 70 уроков. Давайте вернемся к нашему видеоуроку, потому что я о курсах могу рассказывать, наверное, вечно. Если у вас какой-то будет вопрос, вы задавайте под этим видео, либо пишите нам в Instagram, и мой администратор с удовольствием вам ответит и подскажет и по программе, и подберет расписание удобное, или ответит на любой другой ваш вопрос. Дальше я создаю текстуру на височных зонах, я уже на той стороне создала. Точно так же, как в зоне макушки, предварительно я прорабатывала волосы спрей-воском для того, чтобы волосы имели такую, знаете, эластичность. Вообще, для чего нужен спрей-воск? Для того, чтобы придать волосам гибкость. То есть это же не лак, это не стайлинг, он не фиксирует положение, он придает волосам состояние такое пластилина, когда вы можете лепить, грубо говоря, из волос все, что вам хочется. И поэтому так как у меня спрей-воск не фиксирует, а только лишь подготавливает, я поэтому и работаю потом лаком. Причем после того, как вы проработали все ребрышки воздушные сухим лаком, вы можете такую стойкую фиксацию придать, проработать либо жидким лаком каждое ребрышко еще, либо лаком сверхсильной фиксации. Это увеличит стойкость. Например, если волосы очень тяжелые, очень густые, и вы переживаете, что что-то может развалиться, грубо говоря. Но для вашей уверенности и спокойствия скажу вам, что комбинация стайлинга, спрей-воска и лака дает очень сильную фиксацию. То есть на первый взгляд прическа кажется очень воздушной, а если потрогать каждое ребрышко, то оно, знаете, такое как хрустик, как чипса, оно хрустит. То есть очень высокая степень фиксации, поэтому вы можете не переживать, такие прически не распадаются. Я фиксирую растянутое ребрышко, прядь к каркасу изначальному моему. Причем очень важно, чтобы невидимка, которая удерживает эту прядь, становилась именно на каркас, иначе это будет ненадежной фиксацией, и прядь это может двигаться затем и менять свое положение. Дальше я просматриваю каждое ребрышко, еще больше дотягиваю его на лак.
Кстати, очень часто вы мне задаете вопрос, как правильно крепить прядь невидимкой. Давайте я вкратце вам расскажу. Очень важно, чтобы ваша невидимка, если вы крепите какую-то объемную прядь, она была раскрыта, то есть вы раскрываете невидимку. Одной стороной невидимки вы касаетесь к каркасу, это может быть начес, это может быть невидимочная какая-то линия, это может быть плотно затянутые волосы в хвост. И фиксируйте другой стороной невидимки ту прядь, которую вы хотите подколоть. То есть вы как бы, грубо говоря, съедаете двумя сторонами невидимки зону фиксации и зону каркаса. Обязательно сниму для вас такой более подробный урок, для того, чтобы и начес вам показать. Меня очень много спрашивают про начес, как делать правильно и стойкий начес, чтобы он не распадался, и про невидимки. Готовлю уже эти темы. Если у вас какие-то есть свои идеи по новым видеоурокам, обязательно пишите мне под этим видео. Я еще у меня уже запланирована серия уроков по плетению, потому что очень частый запрос. Прям вот самые простые плетения, как заплетать дочкам, как заплетать самой себе. Если, кстати, вы хотите, чтобы я на себе заплела косу и видеоурок такой сняла, чтобы вы тоже смогли это сделать, напишите мне в комментариях, я буду ловить ваши запросы, и перед тем, как создавать новый план для съемок, буду обязательно просматривать и выбирать те комментарии, которые больше всего пролайканы. То есть, значит, что вам больше всего нравится эта тема. Поэтому просматривайте комментарии и будьте активными. Вы мне очень помогаете своими комментариями создавать те видеоуроки, которые действительно вам нужны, потому что без вас моего бы канала не было. Я вам очень благодарна за все лайки, за все приятные слова, которые вы мне пишете. Я каждое утро просыпаюсь, открываю канал YouTube и читаю ваши комментарии. И ваши комментарии просто меня заряжают на весь день. Это очень круто, спасибо вам огромное. Дальше я перехожу к свободным волосам и, наконец, буду формировать узелок. Смотрите, как я его легко буду делать. Просто делю на две пряди, представляю, что это шнурки на кроссовке, да, и переворачиваю этот узелок, одной рукой удерживаю. Такой узелок вы можете делать, если длина волос средняя и длиннее. То есть, если волосы короткие, у вас не получится создать такой узелок, вам нужно работать в другой технике. Поэтому очень важно, чтобы вы оценили. Также очень важно еще, если волосы разной длины на кончиках, чтобы у вас вот эти кончики не выпадали, вы можете предварительно накрутить их. Я буду это немного дальше делать, так как длина волос моей модели позволяет. А вы можете сразу накрутить, чтобы кончики, которые будут выпадать из этого узелка, красиво уже оформлялись. С узелком я работаю также, я расставляю такие же ребрышки, примерно как в зоне макушки, как в верхней зоне, наши временные шпильки. И, в принципе, в таком же формате, в такой же технике все прорабатываю. Я стараюсь сделать форму, которая формируется из вот этих растянутых элементов, более симметричную, чтобы форма моего пучка вписывалась примерно в шар, в окружность. И вы тоже смотрите за этим, чтобы этот пучок был посередке затылка, то есть если он у вас посередине задуман, чтобы не было такого, что он куда-то влево-вправо у вас уехал, потому что потом будет тяжело это все выровнять. И после того, как я растянула все на временные шпильки, расставила, я фиксирую и вычищаю пряди на лак, убираю пушковые волосы, еще добавляю какой-то глубины, то есть больше немного тяну. И после этого я создаю накрутку на кончиках перед тем, как их вписать. Кстати, если волосы у вас еще длиннее, чем у меня, вы будете даже несколько раз проплетать, то есть один раз, можно даже еще один узелок завязать. У меня когда-то была клиентка, у нее были очень длинные густые волосы, и я на затылке создала 5 или 6 хвостов, и из каждого хвоста вязала такие узелки. И так красиво было, она проносила эту прическу 3 дня. Кстати, если хотите, я сниму такой урок, это было давно, но я думаю, сейчас эта прическа не менее популярна. Пишите в комментариях, прям ставьте на паузу, пишите, если хотите такую прическу, обязательно сниму. И дальше, смотрите, я проворачиваю, точно так же растянула несколько ребрышек и невидимкой уже сразу фиксирую в основании моего пучка. Стараюсь попасть этой невидимкой в невидимочный каркас, для того, чтобы она у меня ни в коем случае не выпала. Дальше я также вычищаю эти ребрышки на лак, на сухой лак работаю сейчас.
и рихтую всю форму, дорабатываю какие-то мелкие элементы. То есть, в принципе, прическу можно дорабатывать вечно. Я не знаю, как вы, но я могу ходить за клиентом, за прической, которую я сделала, и все время поправлять. Какие-то элементы дополнительно расставляю на шпильки, поправляю все сухим лаком. Кстати, степень фиксации лака лучше использовать среднюю, то есть не самый сильный лак и не самый слабый. Если вы будете работать слабым лаком, лаком слабой фиксации, то ваши все элементы будут распадаться. А если сразу сверхсильным лаком, то будет клейстер такой на волосах, ну, грязь. Особенно если вы будете что-то перекладывать, перекалывать. А если вы это делать будете первый или второй раз, это обязательно будет, это нормально. Вы учитесь, и какие-то элементы вы можете даже в самом конце сместить. Для этого лучше использовать лак именно средней степени фиксации. Дальше я расставляю, поправляю, снова вечность это занимает. После того, как я наконец довольна своей формой, я могу снять шпильки. На этом этапе вы можете, кстати, зафиксировать более сильным лаком, либо жидким. Украшаю, обратите внимание, украшение дополняет линии в моей прическе. Очень красиво смотрится, когда глубокий узор, особенно когда окрашивание такое, как у моей модели, верхние слои более светлые, внутренние более темные, очень хорошо просматривается рисунок. Я желаю вам красивых отработок и до встречи в среду в новом уроке.